Привет, мои хорошие! Сегодня я хотела поговорить с вами о новости, которую на днях выпустил журнал Vogue, о том, что в индустрии моды находится 40 миллиардов долларов долга. Привет, Анастасия! Я хотела бы поговорить про сферу как раз такого бизнеса, как мода, и про то, что сейчас происходит с модой на фоне, к сожалению, всем известного коронавируса. Итак, откуда возникли такие большие долги? 40 миллиардов долларов. Я слежу за этой темой, собственно, еще с декабря, потому что непосредственно нахожусь в этой самой же теме. И надо сказать, что мы все очень сильно связаны друг с другом. Соответственно, цепочка поставки товара от производителя до, соответственно, самой покупки, она не такая короткая, как может нам казаться. Зачастую очень многие бренды находятся за рубежом, то есть дизайнеры находятся в Италии, например, во Франции, да, где угодно, то есть обычно это европейские дизайнеры, а непосредственное производство происходит в странах третьего мира. Это далеко известный, всем давно уже известный факт, и, соответственно, таким образом, а покупки происходят по всему миру. То есть дизайнер находится в Европе, а товары продаются и поставляются по всему миру. Отшивка идет в странах третьего мира. Соответственно, цепочка идет такая, что есть производитель материалов, например, ткани, есть дизайнер, который получает свою зарплату и составляет какие-то дизайны определенные, и, соответственно, есть люди, которые покупают непосредственно этот товар. Таким образом, случилось, что цепочка была нарушена из-за того, что люди заблокированы дома, они перестали покупать товары из сектора люкс. Об этом впервые заявил Китай, потому что у них очень широко развитый. Считается, что 65% покупателей в секции как раз товаров люкс, а именно одежды, часы, украшения и прочее, прочее. То есть именно это 65% это жители Китая, будь они за рубежом или еще где-то, но тем не менее это жители Китая. И поскольку, собственно, коронавирус начался с Китая, первыми пострадали как раз именно сектор люкс в той части мира, скажем так. Через 3 месяца после того, как карантин закончился, после того, как более-менее Китай вернулся к жизни, я наблюдала эту историю у них сперва, постепенно стали восстанавливаться покупки в сфере люкс, тем не менее они до сих пор не восстановились полностью, а тем временем долги успели накопиться у европейских производителей в других частях света. То есть те 35%, которые принадлежат к другим нациям, скажем так, они, соответственно, тоже перестали покупать товары из сферы люкс, и производители, заказчики, дизайнеры, брендовые дома не смогли оплатить производителям непосредственно, тем, кто отшивал эти коллекции за рубежом в странах третьего, спасибо, Анастасия, в странах третьего мира они не смогли оплатить. Кроме того, появилось большое количество скандалов на тему того, что в связи с коронавирусом все швеи должны, по идее, быть тоже в карантине, то есть когда всех закрывали, был большой локдаун всех в этой сфере. Коллекции продолжали отшиваться. В то время была еще надежда, все очень быстро восстановится, и будут по-прежнему происходить показы мод в Милане, по всему Нью-Йорке, в Лондоне и так далее, по всему миру. Поэтому коллекции отшивались. Происходила по-прежнему отшив коллекций, разработка дизайнов, но цепочка прервалась, когда покупатели перестали покупать. Они, хорошо звучит, расскажу вам про покупки. Так вот, покупатели перестали покупать, и цепочка разрушилась. Образовалось 40 миллиардов долларов долга. И что сейчас происходит? Появилась компания Remake, которая в социальных сетях создала определенный запрос на то, чтобы люди начали покупать какие-то вещи, и, соответственно, компании смогли бы оплатить. Сейчас удалось восстановить 22 миллиарда долларов, но по-прежнему, видите, остается 18 миллиардов долларов долгов, которые необходимо выплачивать по-прежнему. И, честно говоря, собственно,
вопрос, который меня больше всего интересует, это именно, во-первых, я такой же потребитель, который в данный момент ничего не покупает, и в то же время я производитель, который продолжает производить свои вещи, свои украшения. Они точно так же относятся к сфере люкс, понимаете? Я не одна такая, то есть проблема гораздо глобальнее, чем я и мои интересы. И, честно говоря, меня это очень сильно беспокоит. Вся ситуация в целом относительно коронавируса, относительно производства. И сейчас единственный сектор, который продолжает существовать более-менее с успехом, это производство еды. Рестораны более-менее держатся на плаву. Сейчас расскажу ситуацию, которая происходит здесь непосредственно в Италии, в городе Перуджа, поскольку я общаюсь с людьми, с предпринимателями, хожу по городу и вижу ситуацию. То же самое спрашиваю, как у вас дела, постоянно интересуюсь. Рассказываю. На лето открываются летние кафе, то есть рестораны, бары на лето выносят какие-то столики, и, соответственно, гости могут находиться снаружи, не боясь коронавируса, не надевая маску, и могут наслаждаться очень вкусной едой непосредственно на улице. Сейчас пришли октябрь. Сейчас пришли уже более-менее холодные времена. Здесь не принято выставлять какой-то обогрев на улице рядом с кафешками. Поэтому все начинают перемещаться внутрь помещений. Столики, за которые, собственно, арендаторы платят аренду муниципалитету, они убрали. Печь пирожки. Если бы я могла конкурировать с итальянскими пекарнями, да разве бы я занималась украшениями, друзья мои? В том-то и вопрос, что итальянские пекарни, они ого-го, их русской простой девушке не переплюнешь. Поэтому вопрос. Количество посетителей в ресторанах и барах уменьшилось, потому что люди точно так же заботятся о своем здоровье, и они не идут уже внутрь помещения, если есть риск заразиться. А сейчас опять порог вирусный у нас повысился, в Италии в том числе, вы знаете. В то же время, поскольку ушли лишние столики из кафешек, количество персонала, которое было нанято конкретно на эти столики, их распустили. То есть люди остались без работы, опять же не могут платить по счетам. Те, которые работали временными официантами, именно в связи с тем, что было большее количество людей на улице, в ресторанах, они сейчас остались без работы. Ситуация реально глобальная. Далее, в связи с тем, что люди не хотят находиться в помещениях, это то, что я вижу тоже, прогуливаясь просто по городу, я вижу, что люди не хотят находиться в барах, ресторанах и в кафе, они видят тоже эту ситуацию, никто не хочет заражаться. Соответственно, многие рестораны, бары и кафе начинают закрываться. Все ждут лучших времен. Я не говорю про то, что многие уходят в сектор именно интернет-продаж. То есть те же ребята, которые занимаются у меня одеждой, 7 магазинов, с которыми я очень плотно дружу, они начинают открывать все больше интернет-магазины, посвящают свое время, вместо того, чтобы стоять за прилавком своего магазина, они сидят здесь же в магазине с компьютером и публикуют свои товары онлайн. Как продавать одежду онлайн? Ребята, я не люблю покупать одежду онлайн. Это реально катастрофа, это просто мучение. Подобрать свой цвет, подобрать свой размер, подобрать свой крой. Это очень сложно. Выбрать вещь, которая тебе действительно подойдет через интернет-магазин очень сложно. По крайней мере для меня. Есть люди, которые знают свои марки, знают свои бренды. Они, соответственно, могут это делать очень просто и легко. Есть профессиональные стилисты, которые этим занимаются. Брейдочка, привет. И они могут с этим помочь. Но я люблю мерить, я люблю трогать, я люблю смотреть, как на мне смотрятся вещи, как их сочетать между собой, как их вписывать в гардероб, понимаете? То есть я, опять же, затормозилась в своих покупках. Я не покупаю вещи одежду через интернет. Я практически никогда, один раз, наверное, купила какие-то украшения, еще до того, как я делала свои украшения сама. Я не покупаю украшения онлайн, потому что я, опять же, люблю видеть размер украшения, как он будет смотреться непосредственно на моей ручке, понимаете? И прочее, прочее. Поэтому сфера интернет продаж, она тоже ограниченная. Те же самые пирожки, которые можно было бы продавать через интернет, хорошее дело, если бы не было такого большого количества в Италии баров. Просто вот у меня в доме буквально на 5 квадратных метров 3 бара.
Зачем мне продавать пирожки? Люди идут на работу, они с утра заскакивают, выпивают кофе и просто съедают свою булочку и бегут дальше, понимаете? То есть как выживать? В какую сферу переходить? В сферу еды, магазины, интернет по доставке продуктов. Сегодня я наткнулась на один очень интересный магазин, который предлагает «Спаси еду». Я не знаю, если этот магазин уже сейчас в России, но здесь, в Италии, есть магазин «Спаси еду». То есть реклама, собственно, была такая: «Я иду спасать еду». Я иду спасать еду. То есть магазины устраивают распродажи продуктов, которые вот-вот закончится срок годности. Причем они это делают, например, пакет на сумму 4 евро. И это пакет-сюрприз. Ты не знаешь, что ты там получишь. Будет это сыр, будет это вино, будет это молоко. Это неизвестно. То есть ты просто участвуешь таким образом в лотерее. По большой очень скидке получаешь свои продукты. Но, тем не менее, ты неизвестно, что берешь. Если бы можно было просто брать какую-то со скидкой, это был бы другой вопрос. И, опять же, в магазинах, в продуктовых очень много происходит скидок постоянно. Постоянно есть продукты, которые вот-вот пропадут с каденса, срок годности у них закончится. И люди делают скидки, то есть, в принципе, никто не шикует. Сейчас никто не шикует. Мои друзья, которые раньше ездили отдыхать на очень многие знаменитые богатые курорты, они сейчас тоже никуда не, максимум выходят прогуляться по городу, выпить где-то аперитиво и все. Как пережить этот вирус, друзья? Если у вас какие-то решения, чем заниматься? То есть в любом случае, мое личное мнение, невозможно полностью уходить в интернет. Как бы нам не хотелось сохранять дистанцию, как бы нам не хотелось сохранять здоровье и прочее, невозможно полностью уходить в интернет. Я понимаю, Максим, что никто уже не может слышать про этот вирус, но понимаешь, вопрос не в вирусе, вопрос в выживании. Как нам выживать, находясь в той ситуации, в которой мы находимся? Мы не можем отрицать эту ситуацию, которая есть сейчас. Я ищу всего лишь решение этого вопроса. Я задаю очень много этих вопросов, которые я сейчас поднимаю, я обсуждаю со своими друзьями, и я не нашла решения. Но маски носить сейчас, опять новая волна пошла в обязательном порядке, сейчас в том числе и наружу. Надо сказать, что с маской гулять гораздо удобнее, потому что теплее. И с маской, да, обязательно. Видите, друзья, я сейчас находилась в контакте тоже с человеком, который был позитивен на коронавирус, но был по-русски забыла, бессимптомный, вот, бессимптомный, асимптоматику на итальянском. Она не знала, что болеет. Она сконтактировала с другим человеком, который тоже болеет, и, соответственно, я не подхватила вирус, но потому что я находилась с ней в контакте, меня в обязательном порядке заперли дома. Если я выйду сейчас на улицу, проверить по видеокамерам, что я была на улице, мне просто выпишут штраф. Хочешь гулять? Гуляй. 5000 евро плати, гуляй сколько угодно, даже с негативным отрицательным анализом. Поэтому у меня еще 1 неделя будет карантина в обязательном порядке. Я не готова платить сумму непонятно за что. Пособие. Итак, ответ. Маски носят. Сейчас маски носят обязательно. Вот я прямо сейчас в окно смотрю, что гуляют китайцы. Те вообще не переставали носить. Как с Китая приехали, так и носят. А их очень много здесь, китайцев тоже. Пособие. Очень хорошая ситуация. Очень хорошая ситуация для тех, кто... Да, 5000 евро. Это максимум штрафа. Минимум есть там 500, по-моему, евро. Но это тоже малоприятная сумма. Пособие очень хорошее идет. Я написала статью, кстати, в Красноярский журнал про то, как среагировала на коронавирус поддержка государства. Именно произошла в России, и как поддержка государства произошла в Италии. Так вот, в Италии, я опять же говорю с моими друзьями, бизнесменами в России, мой друг прямо перед коронавирусом открыл 20 торговых точек, баров. Бар – это по-итальянски кафе, то есть кофейни, 20 кофеин.
ровно перед вирусом. Он успел закупить оборудование, он успел закупить, соответственно, кучу мешков этого кофе, он успел подписать контракты на аренду, он успел подписать рабочие контракты. Соответственно, на него в течение всего этого коронавируса легли обязательства по оплате аренды 20 торговых точек, по аренде как минимум 3 человек на каждый тур, по оплате зарплаты как минимум 3 человек в каждой торговой точке, то есть это бариста, это официант и, соответственно, там, если где-то есть большие помещения, то там еще и кто-то моет посуду, правильно? Кто-то убирается, моет посуду и так далее. 2-3 человека на одной торговой точке он должен оплачивать в течение всего карантина. Торговые точки были закрыты, торговые места эти были закрыты. Естественно, у него накопились долги. За все это время он обязан их выплатить. Как произошла ситуация по поддержке пособий и прочее здесь, в Италии? Те, у кого были официальные договора, все те, у кого были официальные договора на работу, получили свою заработную плату не от работодателя, а от государства. 70% заработной платы они получили от государства. То есть пенсионные фонды, социальное отчисление, все то, что же самое мы делаем в России, итальянцы делают здесь то же самое, все пенсионные отчисления, они были потрачены на тех же людей, которые их отдали. Предприниматели остались должны только за аренду, если у них была какая-то плата, в том числе у них была рассрочка на аренду, то есть все очень лояльно к этому отнеслись. Арендную плату сделали отсрочку. 70% заработных плат выплачивалось государство, 30%, естественно, люди потеряли, потому что они не работали, не сидели дома. Собственно, платить им, в общем-то, и не за что было, правильно? То есть с точки зрения какой-то логики и прочее. Вот таким образом сработало государство здесь, в Италии, по поддержке своих жителей, своих граждан. Я, будучи по-прежнему гражданкой России, не имея документов, все еще здесь, в Италии, здесь процесс очень долгий по получению документов, может занимать, 2 года минимум будет занимать процесс получения документов. Я, соответственно, как гражданка России, в Италии не имею никакого права получать никакие пособия. Максимум, что могу сказать, что помогите, мне пришлют какую-то помощь в виде сухих пайков и прочее. Да, но, слава богу, я подготовилась более-менее, я закупилась продуктами, и в конце концов я приехала сюда не с пустыми руками. Есть люди, которым эта помощь нужна больше, я не запрашивала никакую помощь. Но я запросила помощь государства российского, об этом я тоже написала в статье. У нас был выпущен указ в России о том, что гражданам, застрявшим за рубежом, полагается 2400 чего-то там рублей за каждый день нахождения за рубежом. Когда я сделала запрос на обещанную помощь через госуслуги, в связи с тем, что я по-прежнему нахожусь за рубежом, в связи с тем, что вы обещали мне помочь, мне просто отказали. Причем первое письмо было без объяснения причин, просто отказали и все. Когда я запросила, объясните мне, почему было отказано, мне просто сказали, кончились деньги. В России, ребята, кончились деньги. Круто! Все мои деньги, которые я отчисляла в пенсионные фонды, в страховые фонды и так далее, то есть то, что я делала на протяжении всего моего предпринимательства, я не могу их получить сейчас. Мне нужна поддержка государства. Ничего не происходит. Вот это вот наглядная разница того, как смогли взаимодействовать в критической ситуации наши государства. Но я этот разговор сейчас завела не для того, чтобы поговорить о государствах, а для того, чтобы поговорить именно о нас, простых жителях, предпринимателях, которые оказались в ситуации, когда реально бизнес встает, люди не покупают ничего, я точно так же ничего, кроме еды, сейчас не покупаю. Оплата счетов, кстати, счета подскочили в Италии сейчас. Все. Как выживать в такой ситуации? В России принято содержать дачи, огороды. И сейчас я понимаю, для чего они были нужны. Действительно, пойти копать картошку и прочее. Здесь, в Италии, я турист, пойду где-то покупать землю, да мне ее не продадут просто-напросто, чтобы иметь дачу, огород, это понятное дело. И в Италии они землю используют под оливковые плантации и под виноградники.
естественно, это большая часть, то, что я вижу. Конечно же, есть здесь и другие посадки, овощи, фрукты и так далее, и так далее. Очень хорошо растут. Иногда по 2 урожая снимают за год. Это очень хороший показатель, конечно же. Есть южные районы, в которых постоянно все цветет и плодоносит. И тем не менее, как вы выходите в данной ситуации? В каком вы положении сейчас находитесь? Вы находитесь на содержании кого, чего? Как вы зарабатываете? Как вы планируете выходить дальше из этой ситуации? Единственное решение, которое я вижу, это продолжать работать, продолжать двигаться, общаться и не прекращать свою деятельность по максимально возможному сценарию, но используя все меры именно по защите себя. Это дезинфектанты, как это по-русски называется, санитайзеры, то есть все то, что позволяет очищать руки, воздух и прочее от вирусов. Естественно, маски и соблюдение дистанции. Но продолжать работать, не останавливаться, не закрываться, договариваться о рассрочке, договариваться об оплате в будущем, но тем не менее не останавливаться. Это единственное решение, которое я вижу сейчас. Да, я сейчас делаю сайты, да, я сейчас делаю интернет-магазин, то есть я помогаю, опять же, моим друзьям, предпринимателям, и не только, которые в такой же ситуации, как и я сейчас, находятся по продаже вещей, то есть я говорю 7 точек здесь в России, 7 точек здесь в Италии, которые не приносят сейчас никакого дохода, и 2 точки в России, которые точно так же не приносят никакого дохода, именно потому, что люди перестали покупать. Вот я вижу, у меня сейчас в эфире доставка 24 находится в зрителях. Это очень хорошо, потому что то же самое я рассказывала. Все официанты, которые остались сейчас без работы здесь, в Перудже, здесь, в Италии, они начинают искать возможности. В то же время у нас очень хорошо сейчас стала развита доставка еды на дом. То же самое пиццы, лазаньи, куча вкусностей итальянской кухни, которая всегда всех привлекала и туристов, и местные жители очень гордятся итальянской кухней. Единственный вариант – это доставка сейчас онлайн. Очень многие официанты переквалифицировались в доставку еды на дом. Но все сводится, извините меня, к еде и к еде. Опять же, есть, чтобы есть, это не есть хороший вариант. Я вижу, что вопросов у вас сейчас нету. В эфире, я не знаю, тут не показывает, сколько времени была. Тем не менее, друзья, я думаю, что стоит сейчас уже закругляться с этой темой. Напишите мне, пожалуйста, как вы выходите в данной ситуации, какая у вас ситуация. Я хочу это обсуждать, потому что я ищу ответы на вопросы. Не потому, что это назревшая тема, не потому, что все об этом говорят, а потому, что мы в этом живем. И отрицать данную ситуацию, к сожалению, увы, никак нельзя. Нужно действовать, исходя из того, в чем мы находимся. Планировать тоже ничего не получается. Тем не менее, нужно продолжать каким-то образом жить. Как вы выходите из данной ситуации? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Эфир я постараюсь сохранить. Будем общаться дальше, потому что сфера бизнеса, сфера предпринимательства, в моем случае это сфера именно женской одежды, женских украшений, то есть это сфера фэшн. В моем случае она актуальна для меня. Тем не менее, я всегда, поскольку у меня бизнес-образование и выживать надо, я хочу знать ваше мнение. Как вы выживаете, в какую сферу вы переквалифицировались ли, какие у вас планы продолжать в этом же плоскости быть, в какой вы сейчас находитесь, или искать какие-то другие варианты. Сфера люкс, не сфера люкс, все, что у вас есть, сейчас расскажите мне, пожалуйста. Мне это интересно, я хочу про это разговаривать. Давайте будем на связи. Все, целую, пока.